Друзья, всем большой привет! С вами Настя, и в этом видео покажу, как приделать ручку к основной части корзины. Для ее изготовления нам понадобится, конечно же, бумажная лоза, крашеная в тон изделия, проволока. Проволока у меня вязальная стальная оцинкованная, имеет толщину 0,9 мм. Ну и сами инструменты: кусачки для обрезания проволоки, ножницы, секатор и клей у меня полимерный. И прежде чем приступим к изготовлению ручки, небольшое отступление. От одной из подписчиц пришел вопрос, что это за конструкция, на которой у меня крутится изделие при плетении. В общем-то, конструкция простая, я уже не как-то рассказывала. У меня две дощечки. Одна маленькая, к ней прикреплена вискозная салфетка, которую можно купить в любом магазине. Такой нетканый материал. Другая дощечка побольше, она гладкая. Сверху также у меня приклеена другая вискозная салфетка, на которую я уже ставлю изделия, чтобы они не портились. Периодически я ее меняю. И, в общем-то, при утяжелении данная конструкция за счет гладкости этой досточки, она очень хорошо крутится. Так как я плету, бывает, и очень крупные изделия, то тогда вот на эту маленькую дощечку я просто выкладываю большую доску. У меня такая имеется. И тогда тоже спокойно кручу, верчу, как мне захочется. Я знаю, что многие мастерицы используют всякие диски и другие приспособления. Я лишь только делюсь своим методом. Если он вам понравился, можете это обозначить в ваших комментариях. А мы продолжим. Для изготовления основной части ручки у моей корзины, которая имеет размеры 35 сантиметров по самой выпуклой части и высотой около 15 сантиметров, мне понадобится ровно 13 прутиков проволоки, которые, конечно же, я выпрямляю. Ее я буду пронизывать сквозь две срощенные между собой трубочки. Длина трубочки у меня стандартная 30 сантиметров. Для изготовления одного прута ручки мне понадобится две трубочки. Как вы видите, здесь скрутка, здесь другой край. В одной из трубочек я капаю клей, а другую подрезаю под острым уголком. В ту трубочку, которая имеет срез с противоположной стороны, со стороны скрутки, я начинаю вставлять проволоку и проталкиваю ее до того момента, пока с обратной стороны у меня не покажется кончик в районе 2-1,5 сантиметров проволоки. Тогда я этот кончик сминаю и очень аккуратно заостряю. Далее беру трубочку и просто наращиваю их между собой, как обычно. Очень аккуратно нарастила, излишки клея сразу убираю. Вот что получилось. Продолжаю протаскивать проволоку. Просто оказываю давление, пока трубочка, ой, простите, не трубочка, а проволока не выйдет с обратной стороны. Тогда я ее возвращаю немножко назад, а с другой стороны излишек убираю. И сейчас вы видите фрагмент уже готовой ручки, заготовки. В общем-то, 13 прутиков. Когда они еще были во влажном состоянии, я зафиксировала канцелярской резинкой с одного края. Можно не туго затягивать, потому что впоследствии это пригодится. И затем такими винтовыми движениями, да, аккуратно закручивала ручку. В общем, до того момента, пока она не закончилась. И с другого конца также резиночку я надела. Еще раз повторюсь, не сильно. Для чего? При сгибании ручки, при ее фиксации на корзине, она начинает топорщиться. И тогда приходится вот эти вот прутики, да, выкладывать заново. И чтобы они, тут образуется давление, чтобы они аккуратно выходили, имели возможность правильно распределиться. В общем-то, натяжение здесь должно быть не очень сильным. В другом из своих видео я показывала, что использую еще две прищепки, вон они у меня там. Но сегодня решила поступить так. И далее у меня случился неприятный момент при подстановке ручки к изделию. В общем-то, я заметила, что она чуть тоньше, чем мне хотелось бы. Думаю, ладно, ничего, сейчас переделаю. И стала эту ручку, в общем-то, в руках мять. И поняла, что она вообще очень-очень сильно мягкая. Чего раньше не происходило, я строилась. В принципе, это было ожидаемо. Сейчас расскажу, по какой причине. Во все свои ручки я всегда вставляю проволоку. И проволоку я всегда использую вязальную, вот эту вот цинкованную стальную. И покупала я ее всегда в магазине Инкор в Воронеже. В этот раз она у меня закончилась, и мне пришлось ехать в местный магазин до Воронежа. В общем-то, не было возможности добраться. Я купила
в строительном магазине проволоку, также вязальную цинкованную. Заявлено было, что она имеет диаметр 0,9 мм. При ее распаковке, во-первых, я обратила внимание, что на упаковке не было никаких опознавательных знаков. Думаю, ну ладно, местного разлива без разницы. Обычно, когда я ее распаковывала, да, бобина зафиксирована другой проволокой, потому что она начинает расходиться. Вот она прям расходится, она такая пружинистая. Здесь же этого не произошло. В общем-то, я немножко удивилась и уже на ощупь поняла, что проволока какая-то мягкая. Помимо того, что проволока оказалась мягкой, так я еще почувствовала, что ее размер, да, диаметр, толщина не отвечает той, к которой я обычно привыкла. То есть много лет я пользовалась одной и той же проволокой, и я так думаю, что здесь не 9 миллиметров, а всего лишь навсего 8. И сейчас я вам хочу продемонстрировать. Видите, она пружинится. Когда я эту проволоку достаю, она легко прям уже практически выпрямляется. При попытке нажать на проволоку, это прям сразу сминается мягко. Здесь сопротивление. То есть, если я буду выпрямлять вот эту проволоку стальную, да, пальчики мои потом будут болеть. Если я вот много прутиков выпрямлю, это будет ощущаться моими пальцами. Здесь же я эту проволоку чуть ли не вот так выпрямила. Видите, она прямая. Не подходит такая проволока. В общем, в каких магазинах ее приобретать нужную, я не могу вам подсказать. Я именно нашла ее в магазине Инкор. В других местах я ее не видела. Ссылку на сайт, это не реклама, если что, ссылку на сайт Инкор я вам оставлю в описании под видео, чтобы вы могли, если вам это нужно, да, ее заказать. Доставка возможна по всей России. Этикетка выглядит следующим образом, и, возможно, вы ее увидите в другом строительном магазине. Ну и как вы видите, ручка нужная установлена на основной части корзины уже моя. В нее я вставила правильную проволоку. Вместо 13 прутьев использовала 15. Таки потолще сделала сразу свою ручку. Концы этой ручки я ввела в верхнюю часть корзины. Корзину предварительно прогрунтовала составом лак плюс вода и высушила. Я расширяю пространство нужное мне, да, при помощи подручных средств, очень аккуратно и не очень глубоко ввожу эту ручку. Вы же можете заранее побеспокоиться об этом моменте, когда корзину будете доплетать, просто в нужных местах подставлять дополнительные трубочки, допустим, да, их обрезки, и этим самым заранее расширять пространство. Сейчас я хочу с вами немножко поговорить на такую тему. Я всегда показываю вам, как я делаю ручки, а почему я делаю их именно такими, я вам не объясняю. Раньше, когда я плела очень часто корзины подарочного плана или пасхальные, при установке ручек мне всегда хотелось добиться 3 главных результатов. Во-первых, это чтобы ручка гармонично сочеталась с основной частью моей корзины, да, то есть я имела возможность толщину выбирать сама. Это стало возможным, когда вставляла проволоку и выбирала нужное количество трубочек. Этого я достигла. Второе, легкость в установке. Ну, как вы видите, ничего сложного в этом нет. Этого я тоже добилась. Третье, это прочность ручки. Прочность ручки, как вы уже поняли, зависит не только от количества прутиков, да, но и от правильно выбранной проволоки. Об этом я вам тоже рассказала. Также дополнительно на прочность ручки влияет вот это ее состояние. Если бы я раньше так пробовала, просто эти прутья складывала между собой, да, соединяла в пучок и, допустим, оплетала, то тогда ручка все равно была бы менее прочная. Я хочу вам сказать, при завихрении образуется дополнительная жесткость и прочность. Поэтому я поступаю именно так. Ну, чаще намного я ручки вот таким образом просто подставляю, да, витые, как у натуральной лозы. Покрываю их, допустим, грунтую составом лак плюс вода или клей плюс вода, потом лаком вскрываю. И ручка вполне может служить, она очень прочная, тогда просто нужно будет добавить нужное количество прутиков, потому что при ее оплетании образуется дополнительная толщина, это нужно учитывать. Также я хочу обратить ваше внимание, что при закручивании прутьев для ручки я заметила такую интересную вещь. Когда я использую четное количество трубочек,
то у меня вот эти витки, они как будто вот укладываются так, как будто бы все время одной не хватает. То есть при изготовлении ручки нужно использовать нечетное количество этих прутиков. Ну, вы можете сами в этом с легкостью убедиться. Я, в общем-то, экспериментировала, все проверяла на своем опыте, которым и делюсь с вами. Дорогие друзья, напоминаю, что вся полезная информация, а также ссылки на мастер-классы по изготовлению ручек по моей технологии находятся в описании под видео. Также информацию я дублирую в комментариях, закрепленным сообщением, и буду вам признательна за поддержку в виде лайка или комментария. Заранее благодарю. Ну и, наконец, приступаем к самому интересному – оплетанию нашей ручки. Я взяла 5 рабочих трубочек. Почему 5? Чтобы замочек получился более массивный, более красивый, то необходимо взять побольше этих трубочек. Если вы хотите замочек сделать маленьким, то и 3 трубочек вполне будет достаточно. Оплетать ручку можно начать, конечно, с одного или с другого края, но я стараюсь делать это ровно с середины самой верхней части ручки по той причине, что когда я буду делать оплетку, то вполне вероятно направление моих трубочек оно изменится, и это будет не очень красиво смотреться. В общем, нам нужно добиться синхронности. Выбираю самую высокую часть ручки, ее серединку. Снизу подставляю рабочие трубочки. У меня сейчас их 3. Я покажу вам сам принцип. Сам процесс буду делать без вас, потому что на это требуется очень много внимания и сил. В общем-то, неудобно будет на камеру все показывать. Самое важное. Подставляю рабочие трубочки снизу и начинаю ими огибать ручку в разные стороны. Плотненько, аккуратненько, чтобы зазоров между трубочками не было. Сейчас одну часть трубочек я зафиксирую при помощи малярной резинки, которая у меня уже находится на ручке, как вы видите. Я ее поддеваю, вот эти трубочки с одной стороны, с левой. И в правую сторону начинаю обнимать ручку, оплетать. Дохожу до момента нужного наращивания. Наращивание нужно производить в тех местах, где трубочка еще не мягкая. Видите, концы здесь мягкие. Да, по правилам наращивания этого делать нельзя. Немножко возвращаю назад. Наращивание буду производить с нижней части ручки. Можно их подогнуть, чтобы видеть это место. Срез делаю тоже вовнутрь как бы ручки, чтобы он смотрел. Вот таким образом, при необходимости его можно также, этот срез, заострить. Наращиваю. Но я сейчас быстренько, механически, не очень аккуратно вам, конечно, показываю. Нужно делать все очень-очень аккуратно. Нарастила излишки клея, сразу убрала. Аккуратно завожу, трубочки вывожу в другую сторону. И то место, где у меня сейчас наращивание произведено, я его, конечно же, плотно придерживаю пальчиком и начинаю оплетать ручку дальше. Ну, тут все просто, да. Самое главное, виточки укладывать рядом друг с другом и делать это все синхронно, аккуратно, ровно. В общем-то, как-то так. Так как ручка имеет, видите, изгиб, то виточки будут крайне тяжело выкладываться в одинаковом положении, направлении, поэтому за этим нужно тщательно следить. В общем-то, увидимся с вами, когда я плету 5 трубочками до основания корзины и покажу, как сделать замочек. Перед тем, как оплетать ручку, желательно ее обработать составом клей плюс вода или лак плюс вода, то есть прогрунтовать и дать полностью высохнуть. Заканчиваю оплетание уже второй части ручки в другую сторону и буду показывать, в общем, как, что я делала. Я подошла к этой резиночке, убираю ее, остатки клея, нарастила трубочки и очень аккуратно обматываю ручку до конца.
Так, я надеюсь, вам все видно. В общем-то, не очень так удобно. Ох уж эти ручки требуют колоссального терпения. Я, конечно, не каждый раз их плету, такие ручки. Требуется сноровка в любом случае. Если их часто такие ручки делать, то никакой вообще абсолютно сложности. Чем чаще вы что-то плетете, делаете одно и то же, выполняете до действия, тем более четче, отлаженно у вас получается, аккуратнее. Это в любом случае. И опять я повторюсь, я не считаю себя там каким-то мастером идеального плетения. Сам принцип показываю, а никто не запрещает вам сделать это лучше, качественней, вообще без проблем. Так. Аккуратненько, аккуратненько. В общем-то, сейчас задача моя до конца оплести, прям до самого-самого конца. И аккуратно их вывести уже для замочка. Замочек — это самая любимая часть моя в ручке. В общем, я прежде чем приступить к плетению ручки, я хожу полдня и настраиваюсь. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, как же мне страшно. Я тоже боюсь, тоже мне что-то не получается. Так, смотрите, сейчас камеру опущу. В общем, такая ситуация. Если я сейчас постараюсь пустить сразу все 5 трубочек, да, вот на эту часть, они могут не вместиться. Делаю это, ну, допустим, еще одну пускаю, вот смотрю. Все, этого достаточно. Она все равно там сзади. Вот здесь сзади. Сейчас приближу. Все перекрывает. Так, тут нужно подправить. Все обязательно просматривать сразу, подправлять где-то что-то. Все. И, в общем, этого мне достаточно. Они так 5 у меня и остаются. Здесь самое сложное сейчас не отпускать, все четко фиксировать. Секунду. Так, переместила камеру и сама переместилась, присела. Сейчас хочу попытаться еще все-таки одну трубочку туда пустить. Поместится она? Нет, не помещается. Ладно, не буду я ее мучить. Вот как есть, так и есть. Замочком прикроется. Ниже. Замочек можно делать по-разному. То есть более удлиненный, более короткий. Чем ниже вы опуститесь, тем этот замочек будет более вытянутый. Но сейчас вы все видите, поймете. Вот у меня заканчивается, где тройная веревочка. Еще раз, 2 ряда получается ситцем. Но я вот по этим верхним трубочкам 2 ряда узор в 2 трубочки. В общем-то, с одной и с другой стороны сразу расширяю пространство очень аккуратно, чтобы их не повредить. Так, раз, два. Где же мне выводить? Здесь у меня вот уже стойка будет не очень. Ну ладно. Перед стойкой. Тут можно будет, если нужно. За стойкой. Начинаю выводить по одной. Переместила снова камеру, чтобы вам было более понятно. Беру сначала самую нижнюю. Самую нижнюю. Я вот эти трубочки, уже можно их как бы смять, сплющить. Все, самую крайнюю беру, палочку, видите, вставила. В это пространство мне и нужно попасть первой трубочкой. Так, где она там? Ага, все, попала. Всю палочку можно убирать. И подтягиваю, вывожу наружу. Вот видите, она здесь наружу вышла. И так по очереди каждый раз нижнюю я вывожу. Рядом, получается, слева от первой выведенной. Подтягиваю, но не очень сильно подтягиваю. Сейчас объясню почему. Так, тут нельзя отпускать. Главное, вот здесь не отпускайте, иначе все ваши виточки сверху могут ослабиться, и будет тогда неплотный рядочек, ну, неплотная оплетка. Если она у вас вдруг размоталась, то крайне тяжело эту оплетку
потом вернуть на свое место. И исправить это можно только заново все, где-то там нарастить и заново все переделать. А если получится, то это вообще хорошо. Так, а видите, дальше у меня уже здесь, получается, идет стойка. Надеюсь, вам видно. И я буду сейчас заводить. Сейчас я попробую. Одну точно. Еще трубочку можно будет вывести. Не помещается. Все 5. Ну, ничего страшного. Одну выведу сюда. Вот таким образом. Все 5 я их вывела. Или поместится. Не, нужно поместить. Ну, в общем, решение принимать вам, потому что она будет уходить некрасиво, я так думаю. Да, теперь она там сзади некрасиво уходит. Видите, я ее сильно, очень резко вниз опускаю. И здесь, получается, наслойка идет. В общем-то, нужно все правее, правее. Это тоже нужно учитывать. Бог с ним называется. Буду, значит, делать слева от стойки. Пущу только теперь ее не одну, а и 2. Ой, камеру-то. Камеру нужно опустить. Вы меня простите, пожалуйста, что такая съемка. Намучилась с этой ручкой. Эта ручка у меня какая-то не ручка, а эпопея целая. То сначала одно что-то не получалось, то другое. Ой, бывает такое. Тоже нужно настроиться, подойти и сделать ее уже наконец-то. Ручка что? Она вот пока проволоку выпрямишь, пока трубочки вот эти все вденешь, потом ее закрутишь, подставишь. Нужно прогрунтовать, ждать, когда все высохнет. В общем-то, время проходит, промежутки имеются, и каждый раз сосредотачиваться очень тяжело. Так, снова я разворачиваю, показываю вам, что получается. Секундочку. Вот что получается. Здесь все аккуратненько. И сейчас нужно взять мне, ну, там 4 хотя бы каких-нибудь обрезка трубочек и подставить вот сюда. Я как бы занимаю место, потому что когда замок буду закрывать, я вот эти трубочки другие буду проводить вот здесь, вместо этих подставленных, прятать и потом их обрезать. Я прокапала, подрезала трубочки, да, прокапала их клеем уже, подготовила для наращивания. Смотрите, ну вот такая ситуация может возникнуть у меня первый раз в жизни. Вот такая ситуация. То есть вы должны научиться принимать решения на месте. Вот, я надеюсь, что вы научитесь не бояться этим самым. То есть, ну вот получилось, я действую из того, что имею, да. Попробовала вывести сюда, уплотнить. Там у меня по задней стенке не очень красиво получилось, но сделаю вот так. Сейчас наша миссия с вами эти трубочки нарастить, и я буду их укладывать вот в эту сторону. Да, здесь у меня замок получится не очень как бы слаженный, и рядом идущие вот эти все трубочки, ну, видно будет, да, что что-то не так. Ну, а что делать? Ничего страшного. Корзина от этого не потеряет своей изысканности, не потеряет своего благородства, красоты, и ею можно будет спокойно пользоваться. Так, я подтягиваю, пока еще есть такая возможность, как можно сильнее трубочки, вот эти хвостики. И начинаю ровно до места между рядами плетеными делать срезы по очереди и производить сразу наращивание. Сзади придерживаю пальчиком и прям стыкую. Раз. Вы видите, как я срез делаю, да? Потому что я буду трубочки уводить наверх. И наращивание будет практически, ну, его не видно. Но его не будет видно. Ну, по идее, не должно. Если я буду делать его в бок или наоборот туда, то есть вероятность, что наличие наращивания будет заметно.
Ну, если вам так будет удобнее, то, конечно, можно, ничего в этом страшного нет. Так, ну теперь нужно подождать буквально там, я не знаю, какое-то время, 2-3 секундочки, еще, может, 5, чтобы клей все-таки подсхватился. Пока он схватывается, склеивает мои 2 трубочки, я чуть подальше пальчиком берусь и трубочки дальше аккуратно сплющиваю, проминаю их. Так, аккуратно. И теперь здесь тоже у начала прям так пальчиками раз, сплющила. Ну, не сильно, прям слегка. Все. Я беру крайнюю правую трубочку. Прямо у основания ее, видите, давление. Прямо у основания. Давление оказываю наверх и чуть вправо. Подняла. Сильно сейчас не тяну, потому что у нас здесь с вами наращивание. Не забывайте. На самом деле у вас может закончиться при оплетании, да, ручки, трубочки и здесь могут закончиться. И тогда нужно будет чуть расплести, заранее их нарастить где-то, чтобы вот так получилось. В общем-то, подыграть называется. Аккуратно обнимаю ручку. Вывожу опять наружу и крест-накрест ровненько выкладываю трубочки. Делаю все синхронно. С правой стороны у меня также они пойдут. Так, вот в этом месте. И вывожу трубочку вовнутрь. Аккуратно, аккуратно. Все подтягиваю. И сразу первую трубочку свою я буду сейчас спрятать вот в то место, где мы с вами занимали другими трубочками. Так, их вот можно подстановочные уже убрать. Все, они, по идее, уже и не нужны. Эту трубочку я сплющиваю еще раз и вывожу. Вставляю вовнутрь, и она вот здесь у меня хвостик показывается, я ее вытягиваю. Вот. Аккуратно подтягиваю по нижнему ряду. Дальше я показывать не буду, надеюсь, вам понятно. Уже потом итог работы покажу. Так, теперь вторую берем, соседнюю. Опять у основания ее, хоп, вверх приподняли. Выкладываем вдоль первой, прям рядышком, поверх сзади. Всегда все плотненько, плотненько. Выложили. Ну, какая красота получается. И все. И также ее рядышком. Так, но я уже это показывать не буду, я вам говорила. Тут уже побыстрее сейчас дело пойдет. Раз, протащила. Приподняла. Обняла. Уложила. Завела. И спрятала. Очень важно, чтобы ваши трубочки рабочие были влажные, но при этом верхний слой был слегка подсушен, чтобы они были гладенькие. Так. Ну, что поделать? Ну, вот так здесь получится. Такая вот корзинка. Хоп. Хоп. В общем, если вы будете где-то ручки устанавливать, да, имейте в виду, что такое, ну, такая ситуация может возникнуть. На самом деле, от нее никто не застрахован. Просчитать, мне кажется, это невозможно. Так, подтягиваю здесь все. Опять ее завожу, прячу вовнутри. Ну и все, последнее осталось. Я, конечно, расстроилась. Блин. Что делать? Что делать? Да ничего не делать. Все. Так и есть. Первый раз такой в моей жизни. Не знаю, так получилось. Сейчас покажу вам другую сторону. С другой стороны все в порядке. Все получилось вообще идеально. Красота. Вот эти хвостики, которые у нас сейчас
наружу выглядывают, я их не буду на данный момент обрезать, просто покажу, да там вот здесь поглубже, вдоль линии аккуратно подрезайте, здесь все понятно. Единственное, что это нужно делать после либо подклейки, ну, обработки клеем, да, подождать подклеить их. Я же обычно, когда уже ручку покрываю лаком, ну, после грунтовки, покрытия, пока еще не слегка влажный, уже верхний слой подсохнет, аккуратненько все обрезаю. То есть там все схватится, как бы подклеится тем же самым лаком. Ну вот что получилось. Так, убираю весь груз. Показываю. Вот она еще сырая, видите? Ручка вообще очень-очень крепкая. Крепкая. Ну и даже можно сейчас ее испытать и необработанную верхние ряды. Верхняя оплетка. Все, я поднимаю. Вам не видно, что он даже не сгибается. Тут килограмма где-то 3. Ну и все, после покрытия лаком можно сначала прогрунтовать составом клей плюс вода или лак плюс вода. И опять же составом лак плюс вода немножко разбавленным. Я обрабатываю ручку в 2-3 слоя. И тогда она становится еще крепче. И супер-супер. Так, я сейчас этим займусь. На этом с вами прощаюсь. Надеюсь, информация видео будет вам полезной, доступной. Если что, пишите комментарии. Буду рада вам помочь. И на этом я с вами прощаюсь. Спасибо всем огромное за просмотр. И пока-пока.